Всем привет, меня зовут Кирилл. В этом видео я научу вас, как по-английски можно передать русское слово «хитрый». Telegram, Instagram, Kirill's_English. У меня было видео, где я попытался перевести слово «наглый». Кстати, «наглый» по-английски будет rude and disrespectful. И все, кто не согласны, идут в сад. Мне в комментариях там вот такой был лист, написали слова из прошлых веков, которые вообще никто не использует. В этом видео попытаюсь перевести еще одно многозначное слово русское «хитрый» на английский язык. Что для вас является хитрым? Попробуйте написать на бумаге какое-нибудь слово, каким бы английским прилагательным вы бы перевели это русское прилагательное. Можете написать два. Можете написать какой-нибудь фразой, поговоркой, идиомой, как говорится, на что у вас хватит идей. И в конце видео проверьте, совпало ли это то, как я вижу это слово. Напоминаю, моя задача дать вам определение и high frequency word. High frequency word — это то, на что нужно обращать внимание прежде всего, когда вы изучаете английский язык. То есть я сейчас не говорю про те случаи, когда вы общаетесь на английском языке и, собственно, помощи вам никакой не нужно. Мои видео направлены исключительно на то, чтобы помочь вам не заблудиться в этом дремучем лесу под названием английский язык, потому что переизбытка информации очень много. И также я вам напоминаю, если вы хотите задать какой-то вопрос в комментариях и ожидаете получить на него грамотный ответ, пожалуйста, предоставляйте контекст. Прежде всего, давайте посмотрим на определение прилагательного «хитрый» в русском словаре. Я обратился к ресурсу gramota.ru. Итак, gramota.ru нам сообщает, что хитрый — это, во-первых, уничижительное прилагательное, означает изворотливый, скрывающий свои истинные намерения, идущий непрямыми обманными путями к достижению чего-либо. И дается пример словосочетания «хитрый человек». Нам для этого понадобится прилагательное sneaky. Также напоминаю, что я фокусируюсь на разговорной речи. То есть то слово, которое людям будет понятно, и то слово, которое используется in everyday English. Меня не интересуют письменные слова, меня не интересуют слова, которые не являются high frequency. Слово sneaky является high frequency, вы его услышите везде. Надо только постараться. Также я напоминаю, что очень редко, когда какое-то слово идеально вписывается и соответствует этому же слову в вашем родном языке. Также и со словом sneaky. Оно похоже, оно ближе всего подходит по определению, которое мы сейчас прочитали, но не думайте, что это идентичное какое-то слово not at all, и сейчас мы на примерах в этом убедимся. Продолжая читать gramota.ru, нам сообщают, что в слово «хитрый» входит скрытность и обман. Хитрый часто подразумевает, что человек не говорит прямо о своих планах и намерениях, а использует обходные пути для достижения желаемого. Sneaky имеет это значение в английском языке. Обозначает также хитрый изворотливость. Это качество подразумевает способность находить выход из сложных ситуаций, используя уловки и хитрости. Здесь получается позитивное значение, positive meaning, потому что sneaky, так же как в русском языке хитрый, имеет и отрицательное значение, и положительное значение. Разные оттенки есть у слова «хитрый». Это то, о чем я сейчас начал говорить. В зависимости от контекста слово «хитрый» может означать как положительную изобретательность, голь на выдумке хитра, так и отрицательную коварность, сообщает gramota.ru. К слову «хитрый» можно подобрать синонимы. Опять же, gramota.ru пишет, такие как лукавый, ушлый, изворотливый и ловкий, в зависимости все от контекста. И вы сейчас подумаете, лукавый. Интересное слово, мы все его знаем. Согласитесь, общеупотребительным слово лукавый в русском разговорном языке, бытовом, не является. Словарь синонимов английского языка я беру Оксфорд, нам пишет, что sneaky — это deceitful, dishonest, treacherous person. Так вот, словосочетание «хитрый человек» — sneaky. Но, перерыв корпус, посмотрев примеры, я пришел к выводу, что в атрибутивной позиции прилагательное sneaky используется не так часто. Что значит в атрибутивной позиции? Это то, что как определяемое слово или определение к существительному. То есть sneaky person, здесь sneaky
является прилагательным в атрибутивной позиции, описывает существительное person. Но это исключение из правил, если можно так сказать. Чаще всего у вас слово sneaky будет последним перед точкой. И чаще всего у вас будут использоваться такие слова. It's kind of sneaky, it's rather sneaky, it's pretty sneaky, it's so sneaky. То есть это слово, оно будет последним. И вот в таких коротких предложениях как бы охарактеризовать то, что вы думаете о человеке или о какой-то ситуации. You're a sneaky little thief. Ах ты, маленький, коварный, хитрожопый воришка. Ну или просто хитрый. You're a sneaky little thief. Согласитесь, что когда мы так кому-то говорим, это может быть вы своему питомцу домашнему скажете, например, собака у вас стащила пончик, или человеку, или кому-то. Это шуточная такая версия, то есть здесь нет никакого негативного смысла, когда мы так говорим, и это то же самое сохраняется в английском языке. That's a bit sneaky. That's a bit sneaky. Это немножко хитро. Хитро выдуманно. A bit sneaky. Такие маленькие слова очень часто используются со словом sneaky. Опять же, вся эта информация доступна в корпусе современного английского языка. Меня часто в комментариях спрашивают, что такое корпус. Google вам поможет. Корпус любого языка. Он есть русского языка и японского. Информации про английский язык больше всего можно найти в интернете. Также словоусилитель really, it's really sneaky или it's very sneaky в меньшей степени используется и является в меньшей степени high frequency. Слово so туда же, it's so sneaky. Словосочетание that's a sneaky plan тоже является частым. That's a sneaky plan. Особенно когда вы говорите, например, о политике или какие-то кухонные у вас посиделки и обсуждения, не серьезные. Слово sneaky можно туда использовать. Watch out for her, she's sneaky. Watch out for her, she's sneaky. Аккуратнее с ней, она та еще хитрюга. Обратите внимание, sneaky не находится в атрибутивной позиции, оно стоит перед точкой. И это то, как чаще всего вы услышите используют это слово в речи англофоны. Слово sneaky используется как в австралийском, канадском, британском и американских диалектах. Я специально проверил с чатом GPT, сделал deep research, чтобы он посмотрел в интернете, как это используется в шоу, сериалах. AI умеет вычленять информацию из корпуса. Это нововведение, недавно это стало реальностью. Нужно только уметь писать правильный промпт и пользоваться правильными моделями. В ChatGPT я использую модель 3O или Deep Research, это в настройках называется. Также есть хорошее выражение a sneaky way of doing something. Если вы описываете человека и говорите, что у него всегда какие-то способы достижения каких-то целей очень мутные, непонятные, хитрые и так далее, он сам тоже тот еще хитрец, вы можете использовать выражение a sneaky way of doing something. Если вам необходимо передать словосочетание хитрый какой-то поступок, поступок это move. It was a sneaky move, it is a sneaky move, в зависимости от того, в каком времени вы используете это предложение. Sneaky tactics or sneaky trick тоже валидное словосочетание, относится к разряду high frequency. Sneaky tricks — это какие-то махинации хитрые, особенно когда вы говорите о корпорациях, о банках, если вы живете в Америке, health insurance. Поведение человека также можно описать прилагательным sneaky. It's sneaky behavior. Sneaky behavior. Также есть словосочетание get sneaky with something. Don't get sneaky with me. Не надо тут со мной хитрить. Со мной это не прокатит. It's not gonna fly with me. Do not get sneaky with me. Вы знаете это словосочетание с разными прилагательными. Don't get smart with me. Не надо тут умничать. А то и в глаз могу дать. Don't get sneaky with me. Don't get smart with me. Это все звенья одной цепи, скажем так. Get sneaky with somebody or with something. Если вы посмотрите в словарь, вы, может, увидите слова типа sly, sly fox, хитрый лис или cunning. Эти слова имеют место, но они, опять же, не являются общеупотребительными, и они, не являются high frequency, и они являются очень нишевыми словами, и для них существует свой контекст. Это литературные слова, они довольно-таки formal. То есть a sly fox — это, скорее всего, какое-то произведение литературное, где вы можете это встретить. Cunning — это тоже литературный термин.
Также слово sneaky в ситуациях мной описанных можно заменить синонимами sketchy and shady. Это когда что-то такое мутное, непонятное, и вам кажется, что вас хотят обмануть. Sneaky tactics, shady behavior, sneaky behavior, sketchy behavior. Особенно слово sketchy интересно используют, когда вы идете в какой-то район непонятный, мутный, вот, и вы боитесь там, вы оделись так, бомж-стайл, чтобы к себе не привлекать внимание, inconspicuously, скажем так. И вот этот район вы можете сказать I went to a pretty sketchy neighborhood. I went to a pretty sketchy neighborhood. Or shady neighborhood. Sneaky уже здесь работать не будет. Почему? Потому что из определения помним, что sneaky описывает поведение человека или какую-то ситуацию. Neighborhood — это не поведение человека, это не сам человек, и это не ситуация. Также у прилагательного sneaky есть различные формы. Глагол, например, sneak out, вы знаете, это когда тихо улизнуть, ускользнуть откуда-то, чтобы вас не видели, остаться незамеченным. Например, в таком предложении. I sneaked out of the meeting early. I sneaked out of the meeting early. Я ушел с совещания рано, так тихо, чтобы никто не заметил. И вы можете сказать sneaked, как правильный глагол окончания дидоба, либо snuck. Sneak in имеет противоположное значение. I sneaked into the room. Я тихо, незаметно пробрался в комнату для того, чтобы там что-то нашерудить. И есть глагол фразовый sneak something in. Это когда вы контрабандой что-то провезли. Smuggle something. Колбаски копченые, например, вы из родной земли возвращались и через границу решили селедочки какой-нибудь рыбки копченого, холодного копчения провести. I sneaked in some fish, smoked fish. То есть sneak in — это вы сами свое рыхлое тельце куда-то двигаете. Sneak something in — это какую-то вещицу контрабанды провезли. Sneak out — это откуда-то свалить тихо, чтобы вас никто не заметил. Окей, мы с вами посмотрели на определение слова хитрый в русском словаре и определение слова sneak в английском словаре. Они совпадают, соответственно, sneak — это самое ближайшее, что вы можете найти в современном разговорном английском языке в бытовой речи, эквивалент, так скажем, слову хитрый. Напоминаю, у слова хитрый, так же как у прилагательного sneak, есть положительное и отрицательное значение. Все зависит от контекста, от того, как вы это слово произнесете. Я желаю всем отличных выходных. Пока.